Жизнь на даче зимой имеет множество преимуществ. Однако существуют вещи, без которых жизнь на даче зимой просто невозможна. Посмотри это видео до конца, если хочешь жить на даче зимой. Всем здравствуйте! В этом видео я расскажу вам про 5 вещей, без которых невозможна жизнь на даче зимой. Первое – это, конечно же, лопата для чистки снега. Чистить снег около дома вам придется постоянно. Если вы, конечно же, не хотите постоянно лазать по сугробам. Второй пункт – это, конечно же, дороги. Дороги должны чиститься, потому что какой смысл жить там, куда не проехать и откуда не выехать. И, к сожалению, далеко не во всех садоводствах налажена чистка дорог зимой. И если это так, то это, пожалуй, единственное и непреодолимое препятствие для жизни на даче зимой. Следующий пункт – это вода. И, как правило, в садоводствах работает летний водопровод, который на зиму отключается. И если у вас нет скважины из своего колодца, подумайте о том, откуда вы будете брать воду. Конечно, привезти воду для питья, для приготовления пищи можно, но для хозяйственных нужд на воду не навозишься. И посмотрев на эти пункты, уже у многих возникает вопрос, а для чего же жить на даче зимой? А для чего же постоянно махать лопатой, искать себе тепло, как нагреть дом, искать воду, пропитание и так далее? Мое мнение, что жизнь в частном доме ни в какое сравнение не идет с жизнью в квартире, даже если в этом доме пока еще нет того городского комфорта, к которому мы привыкли. За городом мы можем наслаждаться красотой природы, свежим воздухом, которого нет в городах. Также не нужно покупать абонемент в фитнес-клуб, достаточно просто выйти на улицу и почистить снег. За городом красота и спокойствие. Еще дача – это то место, куда ты приезжаешь после шумного суетливого города и отдыхаешь, наслаждаясь неспешным ритмом загородной жизни. Именно за городом ты можешь научиться замечать и ценить такие вещи, как шуршание листвы под ногами осенью, скрип снега зимой, первая весенняя капель, а также пение птиц летом. Именно за городом ты можешь быть ближе к природе. И на самом деле в жизни важно именно это, а не какая-то очередная покупка, которая перестанет вас радовать в скором времени. И именно поэтому сейчас так популярна стала эстетика коттедж-кор и философия загородной жизни, медленной жизни, slow living. Именно они нас учат быть ближе к природе, заботиться о ней, практиковать ответственное потребление и наслаждаться простой жизнью. Ну а мы продолжаем наш топ-5 вещей, без которых невозможно жить на даче зимой. И, конечно же, это тепло. Жить в холоде невозможно, и поэтому отсюда вытекают следующие пункты. Первое – это утепление дома, иначе вы будете просто отапливать улицу и сможете вылететь в трубу. Чем отапливать дом? Самый простой, самый ненадежный и самый дорогой способ – это, конечно же, оплата электричеством. Начнем с того, почему он самый простой. Потому что нет ничего проще, чем купить электрический конвектор, обогреватель, воткнуть его в розетку, включить, и вот вам тепло. Самый дорогой, потому как всем известно, и даже если это посчитать, проверить на практике, как угодно, отопление электричеством – это самый дорогой способ отопления частного дома, дачного дома. И самый ненадежный, потому как там, где есть дачи, где деревня, все знают, что в этих местах очень часто отключают свет. Или если это старое садоводство, старая деревня, то проводка, она, в принципе, может не выдержать той нагрузки, которая необходима для обогревателей, чтобы обогреть этот дом. Поэтому самый ужасный, на мой взгляд, способ. Отопление с помощью печки или твердотопливного котла – это рабочий вариант, потому как у меня именно печка, и я топлю зимой печку. Но тут нужно позаботиться о том заранее, чтобы у вас были дрова или топливо для котла. Минус печного отопления в том, что температура в доме поддерживается неравномерно. То есть, когда мы топим печку и стопили ее, вот в доме тепло и может быть даже жарко, но когда печка остывает, то в доме становится, соответственно, прохладнее. В этом также минус твердотопливного котла.
Ну и если говорить про печку-буржуйку, то она вообще бесполезна, потому как она нагревается воздух только тогда, когда сама топится, и если она не топится, то, соответственно, дом не греется и очень быстро выстывает. Поэтому, если печка, то это печка с кирпичами, которые запасают тепло, и потом его медленно отдают. Но устройство печи с кирпичами, если у вас ее нет, дело достаточно трудно и финансово затратное. Идеальный вариант — это когда на даче есть газ, именно магистральный газ, потому как, заплатив один раз, подключив газ, дальше газ становится самым дешевым топливом. Да, это так, то есть газом отапливаться намного дешевле. Ну и плюс, конечно же, газ — это самое экологичное топливо, которое вообще можно придумать. Ну, в принципе, все. Если вы обеспечили себя этими вещами, то вы можете жить на даче зимой, в принципе, нормально. Дальше идут вопросы комфорта. Да, конечно, вопросы комфорта очень важные, но на самом деле не обязательные пункты проживания круглогодичной жизни на даче. Говорю по собственному опыту, потому как зимовка моя на даче станет 4-й, которая сейчас будет. И, честно говоря, с каждым годом мне все больше и больше хочется вопросов комфорта, городского комфорта. Хочется городского комфорта на даче. Именно поэтому я сейчас занимаюсь ремонтом моей дачи, обустройством санузла в доме. И вообще, вопросы комфорта, они могут стать той точкой преткновения, которая скажет: да зачем мне все это, зачем? Туалет может быть и на улице, но на самом деле это некомфортно, особенно когда на улице сильные морозы. Но ничего, в первую зиму я так и жила с туалетом на улице, а на следующую зиму повысила комфорт с помощью биотуалета. Биотуалет — это самый простой способ повышения комфорта с точки зрения туалета на даче зимой, так как поставить его можно в принципе в любое помещение, он не имеет запаха. К вопросам комфорта можно отнести следующие вещи. Конечно же, это вода в доме. Подумайте, где вы будете брать воду. Конечно же, мыться и мыть посуду можно и в тазиках, но, конечно, гораздо комфортнее, когда вода теплая, горячая и холодная течет из-под крана. И вода в доме — это, несомненно, вопрос комфорта. Продукты. Подумайте, где вы будете покупать продукты. Если говорить про садоводство, в очень многих садоводствах на зиму закрываются магазины. И тут, если магазина нет, то нужно заранее думать о том, чтобы у вас всегда в доме были продукты. Обязательно подумайте о том, сможете ли вы добираться на работу зимой с дачи, сможете ли водить детей в детский сад, в школу зимой с дачи. В принципе, все решаемо. Я знаю, что у нас есть в дачном поселке мальчик, который каждое утро едет на электричке в школу, в соседний поселок, 2 остановки на электричке. Вечером возвращается назад. Знаю это потому, что каждый раз, когда я еду на работу утром, я вижу, как мальчик идет на электричку, а когда я возвращаюсь с работы, особенно если это пятница и короткий день, то я вижу, как мальчик идет с электрички, идет домой. Вот такой у меня получился топ-5 необходимых вещей для жизни на даче зимой, который основан на собственном опыте. Если я что-то не учла или, по вашему мнению, надо что-то добавить в этот список, обязательно пишите об этом в комментариях, обсудим. Ну а я с вами прощаюсь до встречи в комментариях и следующих видео. Всем счастливо! И желаю вам не замерзнуть этой зимой на даче.